Я вас приветствую, мои дорогие друзья! Сегодня в этом видеоролике я изготовлю автоматический портативный насос, который сможет работать как для откачки воды из погреба во время весеннего половодья, так и для набора воды из колодцев в бочки на дачах с отсутствием электроэнергии. Насос будет работать от любого портативного источника 12 вольт, а также сможет работать напрямую от солнечной панели. В качестве основы для проекта был приобретен насос погружного типа. Куплен он был на AliExpress. Ссылки на расходники для этого проекта будут в описании под видео, кому интересно. Характеристики этого насоса. Напряжение питания 12 вольт постоянного тока. Максимальная высота, на которую может поднять воду этот насос, 4-6 метров. И производительность насоса 600-800 литров в час. Даже если брать самые минимальные показатели, 600 литров в час, это, конечно, очень хорошая производительность для такого маленького насоса. Забор воды происходит по оси вращения этого насоса. Внутри из пластика сделана такая импровизированная сеточка. Она нужна для того, чтобы крупные фракции мусора не попадали в крыльчатку и не сломали ее. Выход, соответственно, вот с этой стороны. На обоих концах имеется резьба на 1/2 дюйма. Теперь давайте его подключим к питанию и посмотрим, работает ли он вообще или нет. Запитывать я его буду аккумулятором от шуруповерта на 14,4 вольта. Этого будет достаточно. Плюс к плюсу, минус к минусу. Работает. Ну, попробуем, как ты качаешь воду теперь. Весьма недурно. Теперь попробуем напрямую его от портативной солнечной панели. У меня здесь на дверке прикручена панелька мощностью 100 Вт, туристическая. Соединим при помощи крокодилов напрямую, без аккумулятора. Жужжить. Ну что, воду качает даже напрямую. Все. В качестве корпуса для погружного насоса была выбрана стальная труба с внутренним диаметром 100 мм. Фиксирую трубу в тисках и отмечаю маркером отрезок длиной 120 мм. Используя лист бумаги А4, наношу маркером на трубу ровную разметку, после чего при помощи УШМ отрезаю необходимый мне отрезок трубы. Снимаю фаски внутри трубы и очищаю трубу от ржавчины на наждаке при помощи корщетки. Снаружи щеткой диаметром 150 мм, а внутри трубы щеткой диаметром 100 мм. Для изготовления дна за основу был взят 2-мм лист металла. Ставлю на лист трубу и с внутренней стороны маркером делаю разметку. После чего необходимую мне часть вырезаю при помощи УШМ. На гриндере равняю торцы трубы после резки и снимаю наружные фаски. Донышко также обрабатываю на гриндере по разметке. В итоге донышко должно легко проходить внутрь трубы. При помощи циркуля на донышке делаю 3 равноудаленных отметки. Для фиксации донышка к трубе необходимо изготовить маленькие уголки, для чего фиксирую квадратную трубу 15 на 15 мм в тисках, размечаю 2 отрезка по 10 мм, разрезаю трубу по диагонали с двух сторон и отрезаю поперек трубы по разметке. В итоге получились вот такие 4 маленьких уголка. Используя сварочный аппарат, привариваю уголки к донышку по разметке. Естественно, сами уголки не должны выпирать за диаметр донышка, иначе вставить внутрь трубы донышка не получится. Вставляю донышко внутрь трубы и маркером произвожу разметку на внешнем диаметре трубы, соосно приваренным уголкам. Керню места под сквозные отверстия на трубе, после чего сверлю 3 отверстия диаметром 4 мм. Специальным удлиненным маркером переношу места под сверление на донышке, после чего керню, сверлю 3 отверстия диаметром 3,3 мм и нарезаю в них резьбу. На трубе по кругу размечаю 3 разметки абсолютно произвольно и сверлю множество отверстий, диаметром в моем случае 8 мм. Они будут выполнять роль грубого фильтра очистки при работе насоса на малых уровнях воды. Площадка самого насоса при транспортировке была повреждена, поэтому плоскогубцами удаляю оставшуюся часть крепления. И как выяснилось, что насос крепится при помощи соединения по типу ласточкин хвост, что даже упрощает фиксацию крепежа.
К донышке в итоге площадку я прикрутил на 2 винта М3. Для реализации примитивной автоматики нам понадобится геркон. Геркон представляет из себя запаянную стеклянную трубку с инертным газом внутри, в которой находятся два близко расположенных друг к другу контакта из ферромагнитного материала. При поднесении небольшого магнита к геркону он замыкается. Данный геркон способен пропускать через себя очень небольшой ток, так что понадобится еще и реле, которое и будет коммутировать ток от источника к насосу. Сам геркон будет установлен внутрь трубочки гелевого стержня от ручки, а поплавок будет изготовлен из корпуса одноразовой ручки и из контейнера от киндер-сюрприза. На доске я изобразил наиболее понятную для большинства людей принципиальную схему поплавкового реле. Как вы можете видеть, что компонентов здесь вообще самый минимум, она простейшая. Имеется источник питания плюс-минус, само реле, геркон и насос. На релюшке имеется 5 контактов, 2 из них это обмотка самой реле и 3 независимых контакта. Этот контакт мы использовать не будем, нас интересует контактная группа, которая в момент, когда на реле не подается напряжение, они нормально разомкнуты. То есть разомкнутые контакты. Плюс от источника питания поступает на один контакт обмотки реле. Со второго контакта обмотки реле провод идет на геркон, а с геркона на минус питания. Также минус питания прямиком подключен к насосу. Плюс от насоса подключен к этому выводу реле. Также здесь имеется перемычка плюсового провода вот на этот центральный контакт. В отсутствие магнитного поля, когда поплавок находится в самом низу с магнитиком вместе, геркон разомкнутый, а значит на реле не подается питание, вот эти контакты разомкнуты. Но как только уровень воды начинает подниматься и поплавок с магнитом поднимается вверх, магнит заставляет замкнуться сам геркон, на реле подается питание и вот эта контактная группа замыкается. Тем самым подавая питание на насос. Насос будет работать до тех пор, пока поплавок вместе с магнитом не опустится вниз. То есть пока не вычерпает насос всю воду. Схема простейшая. Фиксирую ручку в тисках и отрезаю отрезок длиной 45 мм. В контейнере от киндер-сюрприза сверлю сквозное отверстие диаметром 8,5 мм. После чего в него вставляю отрезок трубки. Развожу небольшое количество эпоксидной смолы и герметизирую соединение трубки с контейнером. После того, как смола застыла, открываю контейнер. В одну половинку на дно бросаю небольшой кусочек магнита и фиксирую его там эпоксидной смолой. Далее промазываю место соединения двух половинок и склеиваю их между собой. Избыток смолы снимаю пальцем. Оставшееся соединение трубки с контейнером тоже замазываю смолой. В итоге получился отличный, герметичный и надежный поплавок с магнитом. Теперь необходимо разместить реле в герметичном корпусе. Для этого решил использовать горлышко от пластиковой бутылки. Отрезаю горлышко ножовкой. Для фиксации горлышка за кадром из акрилового стекла вырезал небольшую пластинку. Развожу эпоксидную смолу, наношу на горлышко и приклеиваю к пластинке из акрилового стекла. К геркону припаиваю два тонких провода с обеих сторон, после чего загинаю один контакт и вставляю внутрь пустого гелевого стержня. В пробке от горлышка сверлю отверстие диаметром 4,5 мм. После чего в отверстие вставляю провода и сам стержень. В горлышке от бутылки сверлю отверстие диаметром 8 мм. Оно необходимо для проводов. Вывожу в него провода и затягиваю пробку. После чего эпоксидной смолой герметизирую соединение между стержнем и пробкой. В качестве питающего провода буду использовать 5 метров многожильного провода в изоляции 2 на 0,75 квадрата. В отверстие в горлышке просовываю сразу два провода. Плюсовой провод от источника питания припаиваю сразу к одному из контактов обмотки реле и к центральному контакту. Плюсовой провод от насоса припаиваю к разомкнутому контакту реле. Минусовой провод от насоса припаиваю к минусу питания. Один из проводов, идущих от геркона, припаиваю ко второму контакту обмотки реле, а второй провод к минусу питания. После чего наношу небольшую каплю эпоксидной смолы на оголенные места пайки для фиксации и изоляции контактов. Все места ввода проводов в горлышко от бутылки промазываю эпоксидной смолой во избежание попадания воды внутрь. После полного застывания смолы
закручиваю пробку на горлышке, после чего прикручиваю все к донышку двумя винтами М4. Итак, поплавковое реле и насос собраны в принципе. Подключаем к источнику питания и попробуем, работает ли это все или нет. Вставляем поплавочек, пробуем. Поднимается помаленечку уровень воды. Опускается, поднимается. Все работает, значит все собрали правильно. В верхнее отверстие я сейчас вставлю саморез. Он как раз таки будет и ограничителем поплавка, и как раз таки будет закрывать это верхнее отверстие. На саморез наношу небольшую каплю клея. И зафиксировав стержень плоскогубцами, закручиваю саморез до упора. Итак, как мы все будем это соединять? Для начала я поставлю обратный клапан с внутренней резьбой на 1/2 дюйма, чтобы можно было накрутить на сам насос, на выход самого насоса. Нужен ли он здесь вообще? Если вы такой насос используете лишь только для набора воды, то он здесь не нужен в принципе вообще. Но если этот насос стоит в погребе, в яме для сбора воды, его ставить необходимо. Объясню почему. Как вы можете видеть, здесь ход поплавковой камеры очень маленький. Если у вас на выходе довольно длинный шланг, который откачивает воду в канализационную систему, либо в какую-либо яму, то насос с верхнего уровня откачивает последнюю воду из ямы, она уходит в шланг, поплавок опускается, и вода из шланга прямиком опять льется в яму. Уровень поднимается, и что у нас в итоге получается? Насос будет работать в циклическом режиме. Зачем это нужно? Можно просто это все отсечь обратным клапаном. Вода ушла, и если она течет обратно, она просто будет стоять, и ей будет преграждать путь обратный клапан. Дальше что мы поставим? Дальше я буду использовать быстроразъемные соединения. Обыкновенные водопроводные садовые соединения. Соединим с клапаном и накрутим на насос. Почему именно такие соединения? Ну, допустим, у меня в погребе стоит уже, точнее не стоит, точнее заложена обыкновенная труба, все уже закреплено, оторвать я это ничего не могу. Я просто отцепляю быстроразъемное соединение и могу, допустим, использовать этот насос на даче, то есть взяв другой шланг с таким же соединением. То есть, грубо говоря, мы шланги не берем, а мы просто тупо переносим насос с места на место. Вот и все. Поэтому именно так мы будем все и делать. Сам обратный клапан для этого насоса необходимо немного доработать. Здесь внутри стоит очень упругая пружина, которая очень сильно поджимает мембрану. И для того, чтобы этот клапан открылся, насосу необходимо приложить достаточно большое давление. Если все оставить так, как есть, мы просто украдем высоту подъема жидкости у этого насоса. Для того, чтобы это избежать, мы внутри просто тупо удалим пружинку. Просто ее вытащим пинцетом. И в итоге клапан будет открываться легко, и насосу будет легче его открывать намного. Тем самым мы выиграем в высоте подъема жидкости. Ну а сам клапан поджиматься будет столбом воды, который будет на него давить. Ну, в общем, как-то так. Другое дело. Наношу небольшое количество фиксатора резьбы на клапан и закручиваю его на насос. То же самое произвожу и с быстроразъемным соединением. Итак, первый запуск с водой. Попробуем его в деле. Работает ли он вообще и сможет ли он качать воду. Шланг я перекинул через балку. Высота примерно здесь 1,5 метра от дна насоса. Ну и вывел его на улицу. Попробуем. Вот. Начал качать. Ну, довольно бодренько, я могу сказать. Ага, и поплавок работает. Сейчас я вам покажу поближе.
Это его минимальный уровень. Но вода еще спускается, потому что на выходе шланга больше через балку, чем на входе. Сифон работает сейчас. Теперь можно опустить донышко в цилиндр и закрутить винты. Также за кадром на провод припаял автомобильный штекер прикуривателя для удобства подключения. Для теста шланг закрепил на высоте 1,5 метра от земли, а насос погрузил в бочку с водой емкостью 200 литров. Подключаю к источнику питания и запускаю таймер. Ну все, автоматика сработала в штатном режиме. И что по времени, чуть больше 600 литров в час. Это при подъеме на 1,5 метра. Естественно, если поднимать воду выше 5 метров, то производительность будет гораздо меньше. В качестве источника питания я использовал Jump Starter Carcool. Ну и в качестве эксперимента попробуем напрямую от солнечной панели. Напоминаю, что солнечная панель мощностью 100 Вт. Погода сейчас солнечная. Попробуем. И напрямую от солнечной панели он спокойно работает. Причем, к субъективному мнению, напор примерно точно такой же. Хорошее подспорье на дачах в отсутствии электроэнергии. Да, и чуть не забыл померить мощность потребления. Насос стоит в той же самой бочке и потребляет он на высоту 1,5 метра 1,5 ампера. Достаточно экономно. Так, и остался последний проверочный тест. Хочу попробовать, на какую высоту ты сможешь поднять воду. Шланг у меня длиной 5 метров. Зацепил его на самый верх лестницы. Внизу ведро с водой. Включаем. Так, насос работает. Вот вижу, вода пошла. Ну вот, качает. Без всяких проблем на 5 метров поднимает. Производительность, конечно, уже не такая большая, как на высоте 1,5 метра, но воду он выкачивает из ведра. Да, не так быстро, конечно, раза в 2, наверное, медленнее, но работает. Ну вот, все, автоматика сработала. И как вы можете видеть, обратный клапан работает. Вода внутри трубки стоит на всей высоте. Не стекает обратно в ведро. Ну что, тест можно считать успешным. Итак, мои дорогие друзья, давайте подведем итоги, заодно и подискутируем на наболевшую тему. Насос в итоге собран. Насосом я доволен. Автоматика работает в штатном режиме. За 20 минут он способен набрать бочку 200-литровой воды и поднимает насос воду на высоту выше 5 метров. Даже выше 6 метров я за кадром уже пробовал. То есть воду он поднимает без проблем, только что производительность падает практически в 2 раза. Стоило ли заморачиваться или нет? Мой ответ лично стоило. Объясню почему. У нас на районе большое количество дач, которые не электрифицированы вообще. И наблюдая за той картиной, когда бабушка с ведром воды идет набирать воду из колодца для того, чтобы полить огород, это навело меня на мысль, чтобы можно было изготовить вот такой портативный насос. Чтобы у людей было хоть какое-то понимание, можно ли что-нибудь сделать альтернативное или нет. Не обязательно изготавливать ровно вот как-то так. Можно изготовить из подручных материалов гораздо проще, гораздо быстрее за целый вечер, если у бабки есть рукастый мужик. Но технология полностью рабочая, так что может быть огромным помощником для того, чтобы разгрузить физические нагрузки людей на даче. В моем случае я его поставлю полностью в погреб. У меня весной, из-за того, что фундамент не герметичный, заливает погреб водой.
И постоянно туда ставить дренажник, как бы, ну, особо сильно не вариант. Да ладно бы все, если бы это было бы так. Но дело все в том, что у нас даже весной очень часто выключают электричество. И просто погреб полностью в воде. Ну, а здесь я его просто поставлю. Зарядку сделаю через аккумулятор. И есть свет или нет света в сети, он у меня будет автоматически откачивать воду в канализацию. Так что для меня конкретно эта штука очень полезная. Ну а теперь давайте немножко прокинемся в циферки, залезем в калькулятор и посчитаем производительность и рентабельность, ну не рентабельность, а экономичность этого насоса. Ну допустим, у меня имеется источник питания в виде джамп-стартера Carco. Написано на нем, что он имеет емкость 25 ампер-часов. Округлять будем самые минимальные пороги, чтобы было более точно и более как бы понятно по производительности. Ну пусть 20 ампер-часов. Забиваем 20 ампер-часов. Насос у нас потребляет 1,5 ампера. А это значит, что на 20 амперах-часах он может проработать ни много ни мало 13,3 часа бесконечно до полной посадки аккумулятора. Округлим до 12, опять же в меньшую сторону. Пусть 12 часов. Мы подсчитали, что за 20 минут он может откачать 200 литров воды. А у нас в часе 3 по 20. Умножаем на 3. Итого мы получаем, что за 12 часов мы можем набрать 36 200-литровых бочек воды. Умножим на 200 литров. Итого получим 7200 литров воды. 7 тонн воды вот такой малыш способен набрать за 12 часов. Ни много ни мало, но это очень экономно. Учитывая, что практически он ничего по мощности-то и не потребляет. То есть при полностью заряженном джамп-стартере он может набрать 7 тонн воды. Ладно, хорошо. Если мы вдруг набираем воду из колодца, а это уровень примерно, вот у нас уровень воды это 4-4,5 метра, ну пусть мы уменьшим в 2 раза. То есть 3 тонны воды за 12 часов этот насос способен набрать. А это не кисло, я могу вам сказать. Так что весьма экономично, полностью независимо и может даже работать напрямую от солнечной панели в солнечный день. Вообще классная штуковина. Ну, пойду-ка я его устанавливать тогда у себя в погребе. Ну а на сегодня у меня все. Всем, кому видео было полезно, не забываем ставить палец вверх. Всем пока!